Эй, толстый. Эй, толстый. Эй, толстый. Эй, толстый. Всем привет! Это Черный в Америке. Давайте вместе разбираться в реалиях современного мира. В России есть две беды. Вы их в совершенстве знаете. А вот в Америке это космические цены на медицинскую страховку, бомжи и, что вы могли подумать, ожирение. Да что ж там греха таить, я и сам после переезда в Америку набрал пару десяток лишних килограмм. Скинуть их у меня пока нет возможности, а вот рассказать о том, что жир порабощает все больше американцев и возможно ли с ним бороться, в этом видеоролике мы с вами это и сделаем. Так что устраивайтесь поудобнее. Чай и печеньки предлагать я не буду, а то какой-то сюр получается. Камера, мотор, погнали! Ожирение – это настоящий бич современного общества. Наверняка хоть раз в жизни каждый из вас пытался похудеть. У кого-то складки на боках большие, у кого-то ляжки сильно трутся, а кому-то свой спасательный круг не нравится. Смотрите в зеркало и кажется, что было бы хорошо привести себя в порядок. Не беспокойтесь, вам это не кажется. По данной Всемирной организации здравоохранения, каждый второй житель планеты имеет избыточный вес, а каждый восьмой страдает ожирением. Если учесть тот факт, что население нашей планеты составляет 8 миллиардов человек, то из них 1 миллиард – это люди с лишними килограммами и проблемами со здоровьем. За последние 30 лет показатели среди взрослых увеличились более чем в 2 раза, а среди детей и подростков в 4 раза. Возникает вопрос, а в чем же разница между избыточным весом и ожирением? Простыми словами, избыточный вес – это лишние жировые отложения. Ожирение – это хроническое сложное заболевание с чрезмерными отложениями, которые могут ухудшить здоровье. По данным Американского института изучения диабета, 70% жителей Америки имеют лишние килограммы, а также различные стадии ожирения. Да, пандемия ожирения в Америке бесспорно существует и во всем мире, но Америка является, наверное, лидирующей страной. И присутствует ожирение не только у взрослых, но, к сожалению, у детей. И как врачу мне очень часто приходится иметь с этим дело. Я работаю в нейрохирургии, нейрореаниматологом, и большое количество больных, которых я лечу, они жертвы инсульта, и ожирение наряду с гиподинамией, с высоким давлением является огромным фактором риска для развития инсультов. Показатели ожирения неравномерны. Американцы с низким доходом, как правило, имеют более высокие показатели ожирения, чем люди с высоким доходом. Вы видите две картинки. Слева показывает уровень ожирения людей с низким доходом по всем штатам. Низкий доход до 25 тысяч долларов в год. Справа уровень ожирения у людей с высоким доходом. Их годовая зарплата достигает 200 тысяч долларов в год. Как вы понимаете, вкусно кушать любят все, в том числе и жирненькое, и сладенькое, и соленое. Больше всего людей в теле живут в 3 штатах. Это Алабама, Западная Вирджиния и Кентукки. Там уровень ожирения составляет 40% от населения штата. Еще 10 лет назад этот показатель не поднимался выше 35% ни в одном из штатов. Исследователи прогнозируют, что через 5 лет, к 2030 году, страдать от ожирения будет уже 50% взрослой Америки. Вот что интересно, показатели меняются среди определенных расовых и этнических групп. Самыми худосочными считаются азиаты, а чернокожие и испаноговорящие страдают избыточным весом чаще, чем остальные. У нас же в Калифорнии белые люди – это меньшинство. 34% здесь, по-моему, если я не ошибаюсь, мексиканцев, 20% азиатов, немножечко черных, немножечко людей из Тихоокеанских островов. И белые, как бы, не совсем в меньшинстве, но их как бы меньше, чем азиатов и мексиканцев, и людей из Южной и Латинской Америки. И в связи с этим тоже как бы демография другая и ожирение другое. Если взять такие штаты, например, как Кентукки или Арканзас, то там совершенно другое дело. Там огромное количество белых людей, которые просто еле шевелятся, они огромных размеров, они весят по 200, по 300 килограмм. И я вам как медработник скажу, что такие больные, когда лежат у нас в больнице, мы заказываем для них специальные кровати, больничные койки, не кровати, а больничные койки. 6-8 человек, чтобы больного просто на бок повернуть, чтобы, например, там, если у него что-то надо спину протереть, например,
куча медбратьев и медсестер поворачивают ее на бок, причем у всех все из-за этого страдают травмы плечи, спины, шеи из-за такой работы. И смотришь на такого больного, у него одна нога размером, там, например, с нашего медбрата, который с Филиппин. А как понять, что ожирение уже началось? Для этого есть 5 признаков. Номер 1 – это появление лишнего веса. Но если вы набрали пару лишних килограмм, то это совершенно ни о чем не говорит. А вот если ваш вес увеличился больше, чем на 20% от нормы, то это повод задуматься. Номер 2 – это усталость и лень. Дошли до ближайшей пятерочки и устали, будто пробежали целый марафон. Номер 3 – это появление храпа, который не дает спать всему дому. Номер 4 – повышенное потоотделение. И номер 5 – это отечность тканей, запоры и всякие другие неприятности. И тут возникает вопрос. А как же человек себя довел до ожирения при наличии всевозможных услуг, продуктов, различных видов спорта для поддержки хорошей физической формы? Многие не готовы просто расстаться со своими пагубными привычками и продолжают много есть и мало двигаться. Очень по-другому здесь жизнь происходит в Америке, например, по сравнению с Европой. Люди очень часто настолько мало двигаются, что даже для того, чтобы забрать свою почту из почтового ящика, они подъезжают к ней на машине, открывают окно и вынимают, удобно левой рукой вынимают из почтового ящика письма, чтобы не вставать и не идти. Общественный транспорт развит плохо, поэтому люди везде ездят на машинах, никто никуда не ходит. Очень мало тротуаров. Дети не ходят, мало спортивных площадок, ну и так далее. То есть как бы переедание – это один компонент этой болезни, и плюс еще гиподинамия или маленькое количество движения. Прежде чем мы начнем обсуждать причины, почему люди живут в тучном теле, я вспомнил мультфильм «Валли». Толстые жители планеты существуют в мире гаджетов и электронных девайсов, не двигаются, разве что с помощью специальных управляемых кресел, занимаются виртуальным спортом и питаются только фастфудом. Что же общего это имеет с нашей реальностью? Несколько есть причин, самых разнообразных. Одна из них связана с тем, что дети перестали двигаться. Дети стали сидеть на телефонах, дети стали сидеть перед компьютерами, дети играют в видеоигры. Плюс огромное количество в доступности еды, которая не полезна. Все эти сахарные напитки, кока-колы, пепси-колы, они соки, просто даже соки. Если пить много сока, это тоже может вести к повышенному количеству сахара. И всего этого в огромном количестве во всех магазинах, в школах и так далее. Куча реклам, которые по телевизору идет, тоже все рекламы нацелены. Никто не рекламирует есть свежие фрукты. Рекламы в основном на продукты, которые ведут к ожирению. Выделим 3 основных причины, почему современное общество превращается в тетю-мотю, несмотря на ЗОЖ-тренды по всему миру. Начнем, пожалуй, с очевидных вещей. Основная причина набора веса – это еда. В первую очередь, Америка у многих ассоциируется с фастфудом. Он действительно очень популярен как среди бедных, так и среди богатых. Этому способствует низкая цена на бургеры, быстрота их приготовления и ярко выраженный вкус. Плюс, благодаря маркетингу, всюду создают комбо-наборы, которые выгодно отличаются по цене. Каждый разумный индивид думает, что выгодно взять 5 позиций за $5, чем один бургер за 4. И ведь никак с этим не поспоришь. Правда ведь выгодно? Но в погоне за такой выгодой покупатели беспорядочно потребляют большое количество еды и наносят вред своему здоровью. Получается, что вместо одного бургера на 700 калорий съедают комбо на 2000 калорий. Казалось бы, не ешь фастфуд, возьми классический американский завтрак. Вы не поверите, но там калорий не меньше. Традиционный американский завтрак состоит из обжаренного бекона, 2 обжаренных яиц, тоста и картошки фри. Это точно не прием пищи человека, следящего за своим здоровьем. Мы проэкспериментируем и позже покажем вам, как выглядит прием пищи в местном американском кафе. На фоне поглощения гигантских порций, а также нежелания вовремя остановиться, происходит переедание. Мы едим больше, чем нам нужно. Особенно, когда с кем-то поругались, плохое настроение или рано встали. А иногда просто нечего делать. Также к причинам переедания относят жесткие диеты, злоупотребление простыми углеводами, нехватка нутриентов. Еще еда очень хорошо залетает под фильмы, сериалы и ютубчик. И есть такое понятие в Америке, как comfort food. И у всех американцев, вообще, наверное, у всех людей есть какая-то comfort food. И считается, что comfort food – это то, что горячее, в чем есть сыр. Например,
mac and cheese, такое известное американское блюдо, макароны с сыром, или пицца, и вот гамбургер. Они считаются comfort food. И люди получают от этой еды какую-то свободу от стресса. Вот они считают, что если они этого поедят, что сразу все станет хорошо, все станет на свои места, ничего страшного, жизнь продолжается. Может быть, в этом есть что-то. Ну, всегда сложно менять старые привычки. И, вы знаете, они с детства это едят, и они настолько к этому привыкли, что они просто не видят себя без этого. Несмотря на то, что полки каждого супермаркета ломятся от овощей, фруктов, ягод и зелени, Америку часто обвиняют в том, что здесь некачественная еда, а за хорошую органическую нужно отвалить немало денег. А, как говорится, денег никогда нет. Приходится питаться готовой едой из магазина или фастфудов, которые содержат много скрытых калорий, особенно в соусах. Если такое пищевое поведение станет обыденным, то все эти дополнительные калории могут легко превратиться в лишние килограммы. А когда эти калории в основном из высокообработанных углеводов, вы быстро получаете чувство насыщения, за которым мгновенно приходит, буквально через 2-3 часа, быстрое чувство голода. Вы снова хотите есть, и круг замкнулся. Зачастую ожирение и малоподвижный образ жизни идут рука об руку. Первое часто является следствием второго. Эволюционный процесс на протяжении миллионов лет формировал организм человека в условиях интенсивной мышечной деятельности. Все физиологические процессы в организме нормально протекают только при адекватных физических нагрузках. Резко изменившиеся условия жизни в высокоразвитых странах, бурное развитие механизации и автоматизации производства привели к тому, что малая подвижность превратилась в норму для большинства людей. Сидячий образ жизни предполагает очень маленький расход энергии, приводит к ухудшению тока в крови и лимфы в организме, к ослаблению тонуса сосудов, снижению активности мышц. Гипокинезия или ограничение мышечной активности современного человека быстро разрушает организм и часто сочетается с ожирением. Я заметил очень интересный тренд. Чтобы в течение дня быть активным и находить свою норму 10 тысяч шагов, люди покупают вот такой вот замечательный стол. С виду все просто. Сидишь, работаешь. Но в течение дня, когда ты устал, стол превращается. Вот так вот его высота регулируется, стул мы убираем и работаем стоя. А особо продуманные ставят вместо стула беговую дорожку и медленно идут и работают. И то есть сжигают калории. Ну гении! А вот вам еще один интересный лайфхак. Запоминайте, чтобы заставить себя ходить на беговой дорожке и при этом не скучать, нужно включить интересный сериал. Одна такая часовая серия поможет вам сжечь 300 калорий. Так что интересные сериалы мы прикрепляем в описании, а вы пользуйтесь и не благодарите. Если в России прогулка на улице – это норма жизни, то в США норма – это передвижение на автомобилях. В каждой семье есть хотя бы одна машина, а многие семьи имеют по 2 или 3 автомобиля. Нежелание американцев ходить пешком можно было бы объяснить тем, что в США по сравнению с другими развитыми странами больше пригородных и сельских районов, и что американцам для преодоления этих расстояний нужна машина. Но исследователи обнаружили, что 30% всех передвижений в США происходит на расстоянии менее чем 2,5 километра. Да что там съездить в магазин за углом? Американцы предпочитают не выходить из дома вообще, а просто оформить доставку. Конечно же, не все упирается в еду или в отсутствие спорта в жизни. Существенное влияние на появление ожирения оказывают проблемы со здоровьем. Сюда отнесем стресс, недостаток сна, применение гормональных препаратов, лекарств, которые могут вызвать аппетит. Также повлиять на распределение и общее количество жировой ткани в организме может здоровье щитовидной железы. Гормоны регулируют скорость, с которой клетки сжигают калории и вырабатывают тепло в организме. Когда щитовидная железа не функционирует должным образом, это может привести к целому ряду проблем со здоровьем, включая увеличение веса. Еще один фактор, на который мало обращают внимание, это недостаток сна.
из-за недосыпа плохо вырабатывается серотонин, гормон счастья, который помогает контролировать аппетит. Зато начинается переизбыток инсулина, гормона, который переносит сахар из крови в клетки организма. Переизбыток инсулина замедляет метаболизм и убыстряет старение. Недостаток сна ведет к интенсивной выработке кортизола, гормона стресса, который способствует повышению глюкозы в крови и разрушению белков, что ведет к снижению мышечной массы и набору лишних килограммов. Еще один коварный враг организма – это стресс. Он вызывает гормональные изменения, которые могут повысить уровень сахара и инсулина в крови. Поэтому возникает желание заесть. Жевательные движения помогают успокоиться, а употребление пищи, в особенности углеводной, притупляет стресс, активизирует центр удовольствия и вознаграждения. Кроме того, из-за сильных переживаний возросший аппетит сложно поддается контролю. Чтобы подтвердить то, что я сказал ранее, мы с вами попробуем классический американский завтрак. И я не удивлюсь, что одной порцией можно будет накормить целую толпу. Но обо всем по порядку. Поедем мы с вами в Дэвис. И вот уже одна из первых причин, почему люди толстые. Это малоподвижность. Едем мы на автомобиле. Не пешком, не на метро. Потому что Америка – это страна дорог. Здесь без машины делать нечего. Хотя в больших городах, как Сан-Франциско или Нью-Йорк, можно и воспользоваться общественным транспортом. Это классический американский ресторан. Заказали самый популярный американский завтрак. Количество калорий там зашкаливает практически 1500. Хватит на целый день, но это только завтрак. Сейчас мы вместе с вами его продегустируем. Принесли наш классический американский завтрак. 3 тарелки, гигантские панкейки, еще тарелка с едой, сосиски, бекон, яичница, хлеб. И все это для одного человека. Но это очень много. Без комментариев, это реально очень тяжело. Даже немножечко подташнивает. Вот такой вот американский завтрак. Сытно, да. Калорийно, очень. Хотел бы я есть такой каждый день? Нет, точно нет. Вы не поверите, но на ютубе есть целое движение, где люди на камеру едят в огромных количествах. И это движение называется мукбанг. Оно зародилось в Корее еще 10 лет назад. Традиционно корейские семьи завтракают, обедают и ужинают вместе. Однако молодым корейцам стало этого не хватать. И тут на помощь пришел мукбанг. Они стали включать шоу, в которых люди едят, чтобы избавиться от чувства одиночества во время приема пищи. Сейчас это стало очень популярно и в США. Конечно же, особо прожорливые заняли эту нишу. Они не прочь на этой теме похайпиться. Например, американский блогер украинского происхождения Никакадо Авокадо специально много ел и растолстел до такой степени, что ему пришлось подключиться к кислороду. Затем он взял себя в руки и начал терять вес. И таких персонажей на просторах интернета очень и очень много. Поскольку болезнь ожирения продолжает поражать людей по всей стране, нагрузка на систему здравоохранения становится очевиднее. Люди с избыточным весом тратят больше денег на здравоохранение, чем люди без лишнего веса. Ну, я таких гиперожиревших людей вижу в основном только в реанимационной палате, но, конечно, у них здоровье просто в критическом состоянии, и молодые люди умирают именно из-за этого. То есть ожирение – это не только жировые складки, которые везде висят и под которыми там развиваются грибки и все прочее. В таком же ожиревшем состоянии находится сердце, которое с трудом двигается. У них очень легко ломаются кости, потому что кости не рассчитаны на поддержку такого огромного количества веса, и поэтому они часто их ломают. У них как бы сосуды в жутком состоянии. Ожиревшее все. На
на брыжейке кишечника висят огромные жировые бляшки. То есть жир везде, он не только в подкожной клетчатке, он везде. Все органы, они все покрыты огромным толстым слоем жира. И им поэтому сложно работать, поэтому все очень меняется в организме. Также ожирение значительно усложняет социальную и личную жизнь. Внешний вид и проблемы со здоровьем влияют на психоэмоциональное состояние, снижают производительность труда, нарушают коммуникацию с внешним миром. Ожирение приводит к экологическим издержкам за счет увеличения потребления энергии, транспортных потребностей и производства избыточных отходов. В последнее время все чаще для борьбы с лишним весом и ожирением используют нашумевший препарат Оземпик. Он был создан для диабетиков, но его активно принимают звезды. Он помогает притупить чувство голода и усилить чувство сытости. В употреблении Оземпика обвиняют немало голливудских артистов: Ким Кардашьян, Кристина Агилера, Илон Маск, Опра Уинфри. Однако врачи советуют прибегать не к лекарствам, БАДам или чаям для похудения, а необходимостью сосредоточиться на правильном питании, умеренных физических нагрузках и небольшом дефиците калорий. Это сложно, но все возможно. И справедливости ради стоит отметить, что не все американцы толстые. Многие из них любят кататься на велосипедах, гулять по национальным паркам, сплавляться по реке, ну и вообще в целом заниматься активным образом жизни. Но отрицать проблему эпидемии ожирения, которая пустила корни по всему миру, нельзя. Хотя, кроме азиатских стран, вы заметили, что азиаты очень стройные? Если знаете секрет их стройности, пишите в комментариях, а я уже пойду думать, как сбрасывать свои лишние килограммы. Всем пока!